С тех пор, как я пообещал больше не выпускать ролики по CSGO, потому что игра больше не поддерживается и вообще пора бы старушке уйти на покой, я выложил еще 3 видоса про CSGO и 2 видоса, где она упоминается. Что это говорит нам об обществе? Ну, наверное, что не нужно ничего обещать, даже если уверен на 100%, но я, пожалуй, снова наступлю на эти грабли и пообещаю, что это видео будет последним в серии роликов про мастерскую CSGO, потому что, на мой взгляд, это самый финальный финал, который только можно представить. Повторяться и пересказывать предыдущую часть я не буду, потому что это буквально прошлое видео на канале. Вместо этого давайте сразу начнем с того момента, на котором я остановился. Остановились мы на том, что я сказал. Мужики, вот та самая таблица, которую я обещал вам скинуть. Если вам нужны будут карты из мастерской, качайте их отсюда, потому что 100 тысяч карт скрыты, и попасть на них можно только по ссылке, и по-другому вы их не скачаете. И таблица — это все еще рабочий вариант, можете ей пользоваться. Но я частично ошибся, сказав, что карты скрыты, а не удалены, ведь на самом деле они реально начали удаляться, и процесс этот запущен, судя по всему, уже очень давно. Можно прям заметить разницу. Вот карта, для которой автор просто ограничил доступ. Как видите, это все еще страница Стима. А вот карта, которая удалена. Это именно пустая страница. На данный момент удалено порядка 50 тысяч карт. И знаете, все, хватит. Мне надоело об этом думать. С самого начала я скачивал всю мастерскую на съемный жесткий диск с полным пониманием того, что ее когда-нибудь придется заливать в интернет. А все вот эти Excel-таблицы с переходами по ссылке — это просто полумеры. Пора заканчивать эту историю. Пришло время для него. Спонсором этого видео является известный всем сайт CSGO Run, на котором вы, как и всегда, можете поднимать крутые скины. Совсем недавно на CSGO Run появился адвент-календарь, с которым вы, заходя на сайт каждый день, сможете выбивать себе вплоть до $25 на баланс. Введя мой суперсекретный суперкод депозит, ты получишь доступ к колесу бонусов, где сможешь выбить себе дополнительные монеты на баланс. Также ради крутых скинов можете заглянуть в Case Battle, режим, в котором вы соревнуетесь с другими игроками, и победитель забирает себе сразу весь выпавший дроп. Режим Double. Здесь тебе нужно выбирать, за какую сторону ты хочешь сыграть, чтобы увеличить свой выигрыш. Или режим Crash, где нужно успеть забрать скин, пока раннер не спотыкнется. Пополнить баланс можно любым удобным способом, но за пополнение скинами ты получишь сверху плюс 10%, да еще и по моему промокоду плюс 15%, в общем, CSGO Run. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. По непонятной причине, наверное потому что жесткий диск целый год лежал без дела, у него подупала скорость, и карты с 13 по 23 год заливались без малого 4 полных дня, без выключения компа даже на ночь. Разумеется, пока Яндекс.Диск принимал себе 830 гигабайт карт, мне нужно было чем-то себя занять, и я что-то придумал. Вот так выглядела самая старая карта в мастерской, вы это помните. Но меня несколько раз спрашивали в комментах и про другие первые карты. Например, как выглядела первая карта в режиме закладки бомбы, как выглядела первая карта в режиме с заложниками, и пока моя мастерская изо всех сил загружается в облако, зацените мою подборку самых первых. Знаете, есть какой-то вайп у этих старых карт из мастерской, постоянно игра крашится, вся карта в ерор-кубах, навигации нет, лагает неистово, неповторимая атмосфера. Но без всех этих проблем играть становится приятно. Я поменял ерор модели на маленькие, аккуратные из Half-Life, и теперь перед нами находится самая первая карта в режиме закладки бомбы. Называется она Night Shift, и опубликована была 24 января 2013 года, ну то есть в тот же самый день, как только мастерская появилась. Что я могу сказать? Прошло 12 лет, и сейчас она смотрится, конечно, позорно. Вы скажете, ну это ж первая дефьюз карта, с чего бы она вообще должна выглядеть хорошо? Но, вы удивитесь, ведь первая карта с заложниками — это мотель. Да-да, тот самый мотель, который был в операции Расплата. Кроме того, мотель — это 10-я по счету карта в мастерской, то есть прикиньте, 10-я карта и сразу попадает в игру. Невероятно. А ведь загружены обе эти карты были в один и тот же день. Возвращаясь к предыдущей карте, я, наверное, уже схожу с ума и мне везде мерещатся секреты, но вот от этой камеры идет провод в стену, а затем от нее в розетку. Я хочу на нее нажать, чтобы что-то произошло, но я нажимаю и ничего не происходит. Дайте мне секреты, у меня ломка. Следующая карта Air Mountain Lab. Первая карта в режиме гонки вооружений. Мне очень нравятся постройки на этой карте, чем-то на Black Mesa похоже. Вот этот хаммер выглядит, кстати, довольно круто. К нам такой недавно приезжал, я себе потом эту фотку в Garry's Mod переделал. На карте есть секретная комната, в которой расположены компьютеры, и если на них понажимать, то опять ничего не произойдет, к сожалению.
7 в одном Go. Это первая КЗ-карта в мастерской, и выполнена она в разных и очень красивых стилях. В целом здесь все так же, как на любой КЗ-карте в мастерской. Есть разные комнаты, несколько стадий, и в конце вы увидите кнопку сброса таймера, по которой если нажать, то ничего не произойдет. Но вот если сюда залететь, то вы увидите военный вертолет, сзади которого стоит кодовая панель, на которой вам нужно будет набрать пароль из 4 цифр. В конце каждой комнаты есть кнопка, и если прожать все кнопки на каждом уровне, то в конце вы увидите цифры пароля. Введя код, вы окажетесь на большой арене, где стоит 2 игрушечных вертолета. Теперь вы можете зайти в одну из комнат управления, кликнуть по панели и полетать на вертолете, используя клавиши управления и кнопки мыши. Hide and Seek High Ground. Это первая карта в мастерской с режимом пряток. Надо отдать должное, Hide and Seek карты это просто эталон стабильности. Они как 12 лет назад выглядели как дерьмо, так и сейчас выглядят как дерьмо. В целом по геймплею тут супер не густо. Нет никаких односторонних проходов, телепортов и прочих штук, которые встречаются сейчас на каждой первой Hide and Seek карте. Только дома и лестницы. И иногда двери, но уже реже. Говорить тут особо не о чем, как-то так я себе и представлял первую Hide and Seek карту. Infected Tramway. Первая карта в режиме Zombie Escape. Нас сюда привозят на 2 вертолетах, на тех самых вертолетах с прошлой карты. Это такой сквозной сюжет всех карт в мастерской. Тут есть люди, есть зомби, которые почему-то тоже люди, хотя официальные зомби-модели к этому моменту уже были добавлены. И зачем-то тут есть озвучка от автора с описанием происходящего. We expect an easy mission. This should be a walk in the park for you. Тут мало всяких деталей, хотя в Zombie Escape картах они не нужны. Зато те немногие локации, которые тут есть, выглядят неплохо. Для своего времени, конечно же. Карта, кстати, пролетается очень быстро, секунд за 50. Jailbreak Castle Guard. Это первая карта в мастерской в режиме побега из тюрьмы. Чем автор, кстати, не побоялся похвастаться в описании. Поскольку Jailbreak'и появились еще в 1.6, тут не было каких-то недоделанных или недоработанных моментов. В целом все такие же режимы, как в Jailbreak'е, каким вы его помните много лет назад. Футбол, баскетбол, рулетка, красный свет, зеленый свет, дискотека. Прикольно. Следующая карта называется Акрофобия. Не поверите, как это переводится. В общем, это простая карта с мини-играми, с полосами препятствий и паркуром. И как и подобает старым картам, при запуске нас встречает какая-то крепота. Чё за хуйня? Нас сюда привозят на 2 вертолетах, на тех самых вертолетах с прошлой карты. Это такой сквозной сюжет всех карт в мастерской. И дальше начинается паркур. Акрофобия — это боязнь высоты, и все препятствия здесь — это висящие в воздухе штуки, по которым надо прыгать, чтобы не упасть вниз. К сожалению, тут нет половины материалов, все очень плохо с освещением, так что получить удовольствие от прохождения этой карты в нынешнее время навряд ли получится. Дальше идет ни много ни мало AIM Map. Это что-то самая AIM-карта с любого сервера, с любого паблика. Да, она самая. Это меня прям удивило. Это самая первая AIM-карта, и она же самая популярная AIM-карта. Потому что даже если вы вообще никогда на AIM-ках не играли, то все равно стопудово хотя бы раз ее видели. BR Small Island. Это первая в мастерской карта в режиме Battle Royale. Вышла она в декабре 2013 года, то есть за 5 лет до выхода официального Battle Royale режима от разработчиков CSGO. Тут раскиданы пушки по карте, сама карта в 4 раза меньше, чем Black Site, но посередине есть красивый вулкан. Coop Mission Rescue. Первая кооп-карта в КС. Тут появляется первый управляемый транспорт, но я думаю, вы без меня это знаете. Карта довольно популярная, скорее всего все играли. В конце нас эвакуируют на 2 вертолетах, на тех самых вертолетах с предыдущего. Все, завязывай. Еще есть банихоп карта и карта с сюрфом, но это всего лишь банихоп карта и карта с сюрфом, поэтому просто посмотрите их на заднем фоне. После 4-дневной загрузки всех карт в облако я отправил ссылку в телеграм-чат. Сразу начался какой-то жесткий движняк. Чуваки сделали сайты для скачивания карт, начали перезаливать их на другие облачные хранилища, на торренты. Кто-то даже себе такой же съемный диск оформил с картами. В общем, произошло главное. Карты улетели в интернет. Так что теперь я могу с уверенностью сказать, что бы ни произошло, я спокоен, потому что мастерская спасена. И если через год вдруг окажется, что мастерская CSGO полностью перестала существовать, и вы снова запустите это видео, то смотрите, что надо делать. Заходите на Яндекс.Диск, качаете файл навигации, ищите карту, если помните хоть что-то из названия или описания, а затем вот по этому гайду закидываете карту себе в компьютер. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в телеграм-чате или под роликом. Если вопросов нет, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а я захотел как-то эпично закончить эту историю и вместе с этим закончить жизнь съемного жесткого, потому что свою роль он уже сыграл. Я как раз жарил мясо на мангале, поэтому решил сжечь его в огне. Но потом передумал. Всем пока.